Всем здравствуйте! Я вас рада приветствовать на моем канале «Путь к себе». Меня зовут Анна, для тех, кто не знает. И также рада приветствовать всех новеньких на канале. Добро пожаловать! Как говорится, устраивайтесь поудобнее. И у меня сегодня такая интересная будет болталка. Для меня, по крайней мере. Если для вас тоже, слушайте. Если нет, перематывайте сразу на расклад. Случилась такая у меня интересная штука, что я заказала себе колоду. Я очень-очень ее хотела, потому что она безумно красивая. И она ко мне пришла. И параллельно я заказала еще одну колоду. И, как говорится, как же остановиться? Они все такие красивые. Хочется, как всегда, все больше и больше. Но, как говорится, все сразу заказать не получается по разным причинам. И они обе пришли с браком, довольно распространенным браком, когда неровная получается рамочка, да, брак в печати. И я уже давно поняла, что колоды, которые как-то они приходят с браком, если есть кто-то, кто также сталкивался, напишите, у вас были какие-то такие наблюдения. И те колоды, которые ко мне приходили с браком, они всегда от меня уходили. Естественно, я их сдавала. И как-то получалось так, что они ко мне больше не приходили. В том плане, что я повторно не заказывала по каким-то причинам. И я поняла, что, видимо, либо не время для этой колоды, либо не мой инструмент, так скажем. Не та энергетика. И они благополучно уходили, я больше их не заказывала. Во всяком случае, в таком оформлении, как я их заказала в тот момент. Но с этой колодой, она у меня как раз в руках, очень интересно, потому что я говорила, что я заказала 2 колоды сразу, и у них одинаковый брак. Колода разная, да, а брак одинаковый, что рамочка, то есть получается изображение не посередине. И, соответственно, первую колоду у меня приняли вообще без каких-либо вопросов, без каких-либо нареканий. Очень просто мне получилось ее отдать. А вот эта, она никак не хочет от меня уходить. Я заказывала на Wildberries, и ту колоду я заказывала на Wildberries, и, соответственно, так как брак один и тот же, соответственно, люди, которые проверяют, удивительно, что именно эту колоду мне не пропускают как возврат по браку. И много раз я писала и пыталась, неделя уже прошла, она никак от меня не хочет уходить. Эта колода, она безумно красивая, она мне безумно нравится. Я поискала оригинал, пока с оригиналом я решила отложить, и искала другие какие-то варианты, но так как колода не уходит, думаю, зачем мне 2 одинаковых, и я решила с ней, так скажем, поговорить, что она мне скажет. Что-то суть была такая, как, знаете, не ешь меня, я тебя еще пригожусь, да, как из сказки «Колобка». Она оказалась безумно рабочая, болтливая, как одни из моих 2 любимых колод. Это руны. Она причем похожа по рисункам, да, моя любимая руническая колода, да. И получается в том же стиле, но только это Таро. Соответственно, я хотела их прям очень дополнять друг к другу. Называется она вот так вот. Я полазила по всем Wildberries'ам, экспрессам, и я поняла, что
Это какая-то очень сильно бракованная партия, они везде такие. Соответственно, эта колода осталась у меня. Дальше идет. Зачем я вам все это рассказываю? Потому что это вполне обычные истории из жизни, да, которые вы можете применить на себя, например, не с колодой, а с чем-то другим, потому что я не хочу, чтобы у меня были какие-то развлекательные расклады, хочу, чтобы люди приходили и получали информацию, чтобы эта информация меняла вашу жизнь, чтобы вы учились анализировать, что с вами происходит. И давая вам вот эти примеры, я вам как бы передаю свой опыт, свои знания, и тем самым вы научаетесь тоже это делать. Ну, соответственно, чем осознаннее люди вокруг, тем мир лучше вокруг. Это такой мой способ сделать мир, может быть, чуточку лучше. Посмотрим, как пойдет. Начнем, как говорится, с этого. И я долго думала, почему же не уходит колода. Я подумала, что может быть, потому что мне безумно нравятся эти картинки, и я прям от них кайфую, они действительно очень крутые. Я себе нашла другой вариант, думаю, вместо нее я закажу другую. Нет, все равно у меня не приняли эту колоду. И думаю, ладно, давай посмотрим, что здесь не так для меня. Ну, во-первых, для меня это то, что я вроде бы получила то, что я хотела, но не совсем в том исполнении, да, то есть мне как человеку творческому, да, который с художеством, так скажем, знаком с практической точки зрения, да, мне вот это прям режет глаз, я это вижу, и опять-таки я поняла, что это про то, что где-то, возможно, я не принимаю, точнее, какую-то неидеальность, хотя, так скажем, начинка, она очень классная, да, то есть, ну вот, например, вот про людей, наверное, не буду приводить примеры, потому что кого-то там может задеть, обидеть. Ну, например, хотели машину красную, да, она оказалась вишневая, хотя при этом все остальное прям вот, ну вот, как надо, да, ну вот только оттенок там на 1 тон меньше. И вот вроде бы как бы, ну, хотелось на тон выше, да, а она вот вишневая, а не красная, или там не коралловая. А все остальное прям идеально. И вот это, наверное, о том, что жизнь, она не всегда настолько идеальная, что иногда нам дают то, что мы хотим, но из-за какой-то мелочи мы можем придраться, потому что это не соответствует каким-то нашим ожиданиям, реальностям. И просто есть такие колоды, которые берешь, но они вот как-то не твоя энергия, можно так назвать, не рабочие конкретно для тебя. И у меня есть такие парочка колод, и я их очень-очень редко использую. Я даже думаю, зачем я их заказала. Но они, кстати, от меня тоже не ушли. Но они одни из первых, поэтому, возможно, они тоже еще для чего-то пригодятся. В них не было никакого брака. Вот. Соответственно, иногда вот также у меня прорабатывалось, что я не записывала долго видео, потому что картинка была не та, да.
потому что очень часто была в разъездах, и когда ты в поездке, не всегда есть свет, не всегда есть вот привычный какой-то фон. Хотелось, чтобы все было красиво, опять-таки, потому что я знаю, как это сделать, как поставить свет, как выложить, как вот сделать. Но потом я поняла, что когда я за это цепляюсь, я по факту лишаю, так скажем, себя в первую очередь, да, удовольствие делать то, что мне нравится. Я лишаю других людей, которые бы могли услышать эту информацию, и их жизнь стала бы лучше, легче, они с чем-то разобрались. И, так скажем, третий включенный в этот процесс, да, это, так скажем, мироздание, мир, вселенная, да, которых я тоже из-за своих каких-то, назовем это так, загонов, да, я лишаю вот этого всего процесса, да, что обмена, да, я даю информацию, люди что-то воспринимают, кто-то благодарен, кто-то приходит на консультации, прорабатывает, его жизнь меняется, ее жизнь меняется. То есть вот так. И все это потому, что мне не нравится, как это выглядит картинка. И при этом, да, это, возможно, тоже нужно, это тоже важно, но не всегда картинка, она передает содержание. Долгое время мне казалось, что вот если идти к мастеру, то надо прям, чтобы это был гуру-гуру, да, знаете, у которого там куча подписчиков, у которого, который там живет в роскошных особняках и все такое. Ну, знаете, социально одобряемая такая картинка успешного человека. И естественно, у таких людей, у них и ценник соответствующий их уровню жизни. Мне казалось, что если человек, он живет как-то не совсем так, да, то что-то не так с его способностями, наверное. Кому откликается, прям вот вам сейчас бомба будет. И какое-то время спустя я начала понимать, что люди, которые не такие, ну как сказать, они могут быть неприметными, они могут как-то говорить, знаете, не так, путать слова, говорить, вот сейчас кто дело, не слушайте, у кого перфекционизм, они могут говорить, что не звонить, а звонить, да, вот, и да, это неправильно с лингвистической точки зрения, и мне тоже это режет слух, но я поняла, что иногда это наше препятствие для того, чтобы получить какую-то ценную информацию, и мы заостряем внимание порой на то, как человек говорит, на том, как человек там пишет, как он выглядит, что у него есть из социально одобряемых тем каких-то, да, мне вот частенько пишут, что вы так медленно говорите. Ну, ребят, ставьте на вторую скорость, если вам медленно, ну, как бы YouTube все предоставляет способности, опции, да, для этого. Я даже тех, кто быстро говорит, сама слушаю на второй скорости. Не нравится голос, пожалуйста, найдите того, кто вам нравится. Если вас это прям вот как-то коробит или еще что-то, ну, как бы никто не заставляет смотреть то, что вам не нравится. И тогда я стала понимать, что человек, который как-то не так выглядит, как мне социально одобряемо, да, какие-то стереотипы, что он может помочь так же, как тот, кто, ну, там, допустим, на тот момент для меня был схож с моими какими-то представлениями о том, каким должен быть мастер, да, как он должен выглядеть и все остальное, какие у него должны быть атрибуты. И когда я обращалась к разным мастерам, я поняла, что нужно выбирать
ну, так скажем, сердцем, да, потому что мастер может выглядеть как-то не так, как тебе нравится, он может говорить как-то так, как тебе не нравится, но при этом он очень много пользы тебе может дать. И вот эти все бесплатные проработки, бесплатные расклады, да, это по факту вы пробуете то, что делает человек. Если вам это откликается, значит, вы этому человеку доверяете, значит, вы с этим человеком как-то на одной волне, значит, этот человек вам может чем-то помочь. Да, именно у него есть опыт именно в вашей какой-то задаче, проблеме или всем остальном. То есть, когда мы слушаем сердцем, когда мы прислушиваемся к какому человеку, к какому мастеру тянет, и не смотрим на какие-то внешние, так скажем, атрибуты, то мы вполне себе можем получить что-то ценное. И вот у меня был такой инсайт с этой колодой, да, потому что когда я ее взяла в работу, она оказалась очень-очень интересной. Болталка получилась прям длинная, но кому-то, видимо, надо было тоже это услышать. И я хочу как раз-таки... Она очень давно просилась, и я, в принципе, видела, что я делаю расклады на этой колоде. Еще тогда, когда я ее первый раз хотела отдать, я не понимала, это была эта колода или это я какую-то другую заказала. В общем, я потом поняла, что я просто ее оставила. В общем-то, и вот она. Давайте послушаем, что она хочет нам сказать, передать, так скажем, ее дебют на моем канале. Она прям очень мне нравится, да. Хочет что-то передать про материю. Давайте посмотрим про материю. Я также хотела вам сказать, что я вам безумно благодарна за вашу обратную связь, за то, что вы просто пишете спасибо, за то, что просто пишете благодарю, да, потому что вот, ну, на самом деле, вот это время, которое я могу использовать по-другому, да, то есть записать расклад, разместить его, описание сделать, это, ну, как минимум час, поставить свет, вот это все разложить, потом все это убрать. И, то есть, час моего времени, он мог бы пойти на что-то другое, там, вплоть там, пойти погулять, почитать что-то, консультацию в ту же провести, но как бы я это делаю как бы вкладом, да, вот в мир, так скажем, да, чтобы какие-то люди, у которых, допустим, нет возможности сейчас заниматься собой, когда у меня такая же была ситуация, чтобы они могли что-то понять, что-то услышать и получить эту информацию. Что-то в голове поменялось, они пошли и поменяли жизнь вокруг себя настолько, насколько они готовы, настолько, насколько они могут это сделать сейчас. И даже простое спасибо на канале — это уже огромный вклад за всю ту энергию, да, которую человек вкладывает. Да и другие девочки, которые записывают расклады, они тоже тратят на это время. Поэтому, как говорится, вам не сложно написать. Нам, всем работникам, очень приятно всегда это, конечно, слышать, читать, и не всегда, конечно, получается отвечать, но как минимум все комментарии проходят через меня лично. 20 минут уже, давайте посмотрим. Да, если вы досидели до этого момента, огромное вам спасибо. Что-то у нас будет про материю. Ага, про денежки. Смотрите, здесь о том, что те пути, именно здесь, то, что мы начали с Пентаклей, и там еще дьявол выпадал, пробегал мимо, так скажем,
про материю, да, то есть те пути заработка, продвижения какого-то себя вперед, кого-то там пиар, если строите личный бренд, соцсети, компания, которую нужно продвигать. Сейчас эти способы перестали для вас работать. То есть нужно искать другие способы действовать, другие способы продвижения, другие способы заработка, либо то, как вы зарабатывали, вам перестало нравиться, да, у нас тут получается башня и маг. Маг у нас всегда про действие, воздух и огонь. Это у нас сверху земля и вода снизу стихии, то есть у него есть разные стихии, так скажем, в его арсенале, он может делать разными способами, где-то здесь, где-то там, но это всегда про действие, здесь в данном случае у нас про другие действия для, так скажем, получения каких-либо финансовых доходов. Восьмерка пентаклей. Другие планы, другие стратегии, да, какие-то, возможно, креативные подходы. Сейчас посмотрим, выпадет это или нет. Что у нас за подходы? Все про пентакли. Там еще восьмерка пентаклей тоже пробегала. Копать по-другому, если дословно. Какие-то готовые схемы, они тоже перестали работать. То есть, если вы вот берете схему другого человека, который как-то в данном случае, ну, там, например, смотрите блогера какого-то, да, и видите, что он делал так-то, 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 ну, я просто возьму эту же схему, буду делать так же. Нет, в данном случае так не сработает. У вас какой-то свой должен созреть план. Так, она у нас тут, нет, все тут хорошо, ничего не надо закрывать в колоде. Какой-то ваш путь, который вам еще и должен понравиться, который вас будет... То, как вы чувствуете, что это нужно преподать, показать, да, если вы какой-то свой бизнес развиваете, свой бренд, либо как самозанятые, да, то есть что-то делаете сами, либо своими руками, handmade, какой-то картины, ну, то есть те, кто вот как бы работают на себя. Хотя, в принципе, если вы работаете в системе, у вас, ну, все те же принципы. То, как вы раньше продвигались в вашей компании, да, получали повышение, оно тоже перестало работать. Вам нужны другие способы. Так, а что у нас тут здесь? Так, видно, все видно. Здесь получается, что вам нужно проявить настойчивость в том, чтобы искать эти новые пути. Возможно, это какое-то сотрудничество с другими такими же людьми, которые также смогут с вами вместе творить. Ну, например, если у вас бренд каких-то украшений, да, вы делали посты с украшениями, показывали, какие они классные, как они смотрятся, и у вас это, вам это давало выхлоп, а сейчас это перестало давать выхлоп. Ну, например, вы могли бы обратиться к какому-то блогеру, чтобы он эти украшения не то чтобы пропиарил, либо показал как-то с другой стороны, либо использовал в каких-то своих, там, ну, например, если это фотограф, да, он использовал эти украшения в своих фотосессиях, и через вот это творчество совместное, да, у вас как бы другое видение открылось, какой-то другой стиль с вашими там украшениями, например. Что у нас за четверка кубков?
Но пока я, конечно, понимаю, что вы можете говорить, что идей никаких нет, ничего не придумывается, что поможет придумать. По-другому, да, мы про это и говорим, что по-другому, что поможет по-другому. Вы, возможно, могли бы соединить какую-то ваше хобби, да, с вашим делом, вашу какую-то страсть, например. Если брать вашу карьеру, да, в системе, в плане того, что вы ходите на работу, у вас работаете в компании, на должности, возможно, вы могли бы как-то заинтересовать руководство или каких-то ваших сотрудников определенным хобби и, например, на каких-то там чемпионатах выступать любительских и тем самым какой-то нетворк, да, завязывать. То есть то, что вас самих зажигает, вы можете привнести либо в свое творчество, либо в свою работу, в свой бренд. То есть привнести вашу, получается, индивидуальность в то, что вы делаете. Раз уж ты подмигнул. Да, и у вас появятся как бы новые возможности, как вы могли бы продвигаться по карьере, в доходе, еще в чем-то. Ну, здесь в основном про деньги, конечно, в данном случае. Я имею в виду бизнес, да, продвигать какие-то креативные идеи, креативные возможности. Вдохновиться какими-то чужими идеями, но в каком плане? Все-таки выпала восьмерка. В плане того, что посмотреть, как вообще другие креативят, и переработав эти идеи, получить возможность сделать что-то конкретно свое. То есть не тупо взять и скопировать, это не работает. Например, посмотреть, как сделали в другом магазине, да, поразмыслить, простроить какой-то свой сценарий и записать что-то свое, возможно, взять за основу. Тупо копирование нет, вам ничего не даст. Да, начинаем привносить то, что вас зажигает, ну, в принципе, я об этом и сказала, и тогда вы находите какой-то свой путь, который, опять-таки, другие люди повторить не смогут. То есть то, как делаете вы, если вы боитесь, что вас скопируют, что ваши идеи своруют или еще что-то, даже копируя то, что вы делаете, все равно человек вкладывает в свою энергетику в это все. И поэтому это невозможно в любом случае повторить. Потому что, опять-таки, если вы вкладываете то, что вас зажигает, то чем вы горите, вы эту искру другому человеку не можете отдать, потому что она внутри вас. Да? Это не что-то материальное, это ваши конкретные идеи, ваши конкретные задумки, ваш конкретный опыт, который, ваши какие-то эмоции и чувства в это вложены, да, вот это все, это вот такой очень, так, ну, назовем это жгучее такое, жгучий микс того, что повторить другому человеку просто невозможно. Но он не может пройти вашу же жизнь, да, и сделать то же самое. Это, как говорится, будет просто жалкая копия на то, что делаете вы. Соответственно, такой подход вам привнесет дивиденды. Тут подмигивает мне император еще на дне. Так, еще что-то у нас будет? Или мы на этом заканчиваем? Если у кого-то в бизнесе, в работе сейчас есть какие-то затыки,
и их может быть очень много, да, как говорится, со всех сторон посыпалось. Разбирайте по одному. Не хватайтесь за все сразу, сделайте себе план, что у вас где, как самый большой затык и самый срочный, потому что, например, самый срочный, он может быть не самым большим, но очень срочным, из-за которых полетит что-то другое. Внесите ясность в вашу работу, распланируйте, как, с чем вы будете справляться, и по одной задаче решайте. Говорится, делайте выбор к тому, что вам освободит больше энергии. То есть, например, если у вас есть какой-то большой затык, который нам месяц надо решать, но он, знаете, как вялотекущий, в принципе, он ничего не порушит, скажем так. А есть такой затык маленький, да, который тоже сложно решить, нужно очень много сил вложить в это, но если вы его не решите, он вам что-то разрушит. И обычно вот такие дела, они забирают больше всего энергии. Если вы начнете разгребать тот долгий затык, но простой, например, да, у вас уйдет очень много времени и очень много энергии будет уходить на вот этот маленький, который сжирает большое количество энергии. То есть смотрите, чтобы приоритеты выставлялись так, что вы сначала разбираетесь с теми делами, которые высвобождают вам больше энергии. Ну, так скажем, те, за которые меньше всего хочется браться, скажем так. Это то, что больше всего не хочется делать, а нужно. Да, туда, куда не хочется смотреть. И что у нас потом получается? Король пентаклей. Отлично. Стабильно. И это стабильно нам очень сильно нравится. Еще и десятка пентаклей. Я думаю, что мы на этом закончим. Вообще ничего хоть больше. Не хочу портить никаких затыков. Итак, у нас с вами 30 минут. Все-таки хочется более-менее не очень долгие расклады делать. Я вас благодарю за ваше внимание. Спасибо вам еще раз огромное за обратную связь, за ваши лайки, подписки. Тем, кто решит прислать донаты, пожалуйста, тоже welcome. Мне будет мега приятно. Я буду покупать новые колоды. Соответственно, будут много новых раскладов. Она тоже мне подмигивала все время, девятка пентаклей. Всем процветания, премий, денег и хорошей, интересной работы. Все, пока-пока, мои хорошие.